Всем привет! На днях мне принесли на апгрейд вот такой достаточно старенький и потрепанный жизнью системный блок. Давайте снимем боковую крышку и посмотрим, что у него под капотом. Здесь установлена материнская плата Гигабайт с сокетом AM2, блок питания FSP на 400 Вт, SATA-шный жесткий диск Seagate на 250 гигабайт, 3 планки памяти DDR2 общим объемом на 2,5 гигабайта, IDE-шный, читающий и пишущий CD-DVD-ROM Asus, видюшка Polit GT440 с 1 гигом памяти и, как выяснилось чуть позже, двухъядерный процессор AMD 3800+ с частотой 2 ГГц. Перед тем, как приступить к обновлению деталей системника, я решил попробовать его запустить и посмотреть, как он еще функционирует. При включении появляется вот такое меню, которое может свидетельствовать как минимум о возможном некорректном выключении в последний раз. Нажимаю Enter и далее идет загрузка Windows XP, но она прерывается на проверку жесткого диска, который заканчивается синим экраном. Поэтому проверим жесткий диск, воспользовавшись дистрибутивом Parted Magic, в котором имеется специальная для этого программа Disk Health. Здесь можно видеть, что хард неисправен и на нем имеются ошибки. Заодно прочекаю и блок питания с помощью тестера. Тут ситуация еще более нерадужная. Напряжение по 12-вольтовой линии сильно завышено, а вот по 3,3 наоборот. Достаточно странные показания наблюдаются на 5-вольтовой линии, которые скачут то вверх, то вниз. После проведения двух таких экспресс-тестов стало ясно, что жесткий диск и блок питания оставить не удастся. Их придется заменить. Вместо старой материнской платы Гигабайт я поставлю поновей на сокете 1151 первой версии. На ней у меня уже установлен простенький двухъядерный процессор G3900 с частотой 2,8 ГГц, имеющий встроенный графический процессор Intel HD Graphic 510. Также на мамке присутствует планка памяти DDR4 объемом 4 ГБ. На замену неисправного источника буду ставить Zalman мощностью 700 Вт с сертификатом 80+, защитой от короткого замыкания и перенапряжения в сети. Такой блок представляет хорошую перспективу для возможно будущего апгрейда с подключением нескольких мощных видеокарт. Что касается хардача, то выбор пал на более-менее бюджетную SSD-шку Crucial емкостью 120 ГБ, которая в свою очередь даст прирост скорости приема передачи данных. Банальным примером может быть загрузка системы. Подготовив все элементы, остается извлечь старые и установить новые в корпус, что я и сделал. Из старых деталей осталась только видеокарта и корпус, а CD-DVD-ROM пришлось тоже заменить на SATA-шный, так как на новой мамке IDE разъема нет. В качестве переходника для твердотельного диска я использовал распечатанную площадку на 3D принтере. Конечно, некоторые крепят накопитель просто на 2 винтика, либо используют стяжку, или приклеивают к днищу корпуса на двухсторонний скотч. Но на мой взгляд это не совсем технологично. Что касается операционной системы, то вместо ностальгичной XP я накатил 10. В итоге такого апгрейда системник хорошо подойдет для офиса, учебы, ну и конечно на нем можно будет поиграть в старенькие игры. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.